5 лет жизни. 5 лет жизни, на протяжении которых часть людей чувствует себя менее принятыми. Им неловко, иногда даже стыдно за себя. 5 лет, когда они кажутся себе менее чистыми и иногда даже менее достойными. 5 лет, на протяжении которых многие из них ощущают, что их имеют право отвергать. И они сами зачастую ограничивают себя в свободе желаний и действий. 5 лет они не говорят о том, что с ними происходит, и о том, что они испытывают из-за происходящего. Потому что говорить об этом им представляется неприличным. Эти люди не больны. Удивительно, но происходящее с ними — это индикатор здоровья и состояния нормы. Но говорить об этом они решаются только в очень редких ситуациях, редким людям и зачастую используя эвфемизмы и краснея. Люди, о которых идет речь, это женщины. И происходит с ними самая обыкновенная менструация. В среднем 5 дней каждый месяц, 12 месяцев в году, на протяжении в среднем 29 лет. Итого 1740 дней или почти 5 лет жизни. В самой менструации нет ничего страшного. Это совершенно естественный процесс. Но вот табуированность ее обсуждения, она опасна. Я даже вижу, что многим в этом зале стало некомфортно и неловко. И я особенно попрошу вас на ближайшие 10 минут отложить в сторону те убеждения, согласно которым обсуждение менструации — это что-то неловкое и зазорное. И подумать о том, какими бывают и какими могут быть эти 5 лет жизни женщины. В 2019 году мы уже не вскидываем удивленно брови, когда слышим о самопилотируемых автомобилях, лунном туризме или секвенировании генома. Но как вы думаете, что общего между старыми тряпками, соломой, пеплом, листвой и газетами? 88% женщин в сельской местности Индии до сих пор используют их в качестве средств гигиены во время менструации. 88%. Или больше 200 миллионов человек. И это еще не все. 23% девочек в сельской местности Индии выпадают из системы образования с наступлением периода полового созревания. А 70% матерей признаются, что считают своих дочек нечистыми в этот период. И такая же доля девочек не знает, что происходит с ними во время первых месячных. Более того, многие из них предполагают, что заразились каким-то опасным заболеванием. И это еще не все. Более 27% случаев смерти от рака шейки матки происходит в Индии. И несоблюдение правил гигиены — одна из причин тому. В большинстве значимых мировых проблем принято винить экономику. Но экономика — это только один из аспектов. Замалчивание гораздо страшнее. Стыд и отсутствие информации страшнее бедности. Из-за них люди продолжают оставаться в зоне «я не знаю, что я не знаю». Страшнее эта преемственность, когда мать считает свою дочь нечистой во время менструации. Во многом потому, что сама не понимает, что происходит с ее телом. И во многом потому, что не считает уместным
дозволенным говорить об этом. Потому что так вела себя с ней ее мать. И так она, вероятнее, будет вести себя со своей дочерью, а та со своей. В Индии, например, женщины не допускаются в общее помещение домов, не могут есть еду из общих тарелок с членами своей семьи, не могут посещать храмы, зачастую пропускают школу, работу и другие значительные события из-за менструации. Многие девочки говорят о том, что даже если бы им разрешили выходить на улицу во время менструации, они не стали бы этого делать, потому что им кажется, что таким образом, цитата, они загрязнили бы окружающую среду. Всего этого я не узнала бы, скорее всего, если бы не работала в компании, которая разрабатывает приложения для женского здоровья. Наши приложения помогают уже более 110 миллионам женщин по всему миру узнавать больше о сигналах своего тела и заботиться о нем. Но, к сожалению, в мире есть регионы, где не только невелик уровень проникновения смартфонов и мобильной связи, но нету таких базовых, казалось бы, вещей, как прокладки, тампоны и уж тем более менструальные чаши. Один из советников нашей компании — Наталья Водянова, известная супермодель и филантроп, которая активно фасилитирует обсуждение женского здоровья и женских прав. Именно она обратила наше внимание на эту проблему. И мы не могли остаться в стороне. Когда мы задумались о том, чем же мы можем помочь, мы в первую очередь подумали о силе сообщества, да, о всех тех женщинах, которые объединены темой женского здоровья, которым мы можем рассказать о девочках в Индии и которым мы можем обратиться за помощью. Но понятно, что этого было бы недостаточно. И чтобы адресовать эту проблему, мы осознавали, что нам нужно огромное количество средств гигиены и какой-то масштабируемый способ транслирования информации. А такие проблемы не решаются в одиночку. И мы нашли партнеров. Компанию, которая производит средства менструальной гигиены, благотворительный фонд и общественную индийскую организацию, которая проводит тренинги для женщин в сельской местности Индии, чтобы те, в свою очередь, могли обучать женщин в своих общинах. Все вместе мы мечтаем о том, что мы сможем помочь сотням, тысячам девочек получить доступ к информации, чтобы они могли понимать о том, что на самом деле происходит с их телом, и заботиться о себе. Но во многом это будет зависеть от каждой женщины, от каждой из нас. Индийской девочке Радике 9 лет. У нее такой медовый оттенок глаз и такой немножко стеснительная у нее улыбка. У нее еще не наступил период полового созревания, но она рассказывает о том, как ей грустно от того, что ее старшая сестра, на несколько дней каждый месяц уходит жить в пристройку возле дома. Радике это кажется несправедливым. Она хотела бы играть со старшей сестрой, с братьями, но сестре почему-то не разрешают. А еще Радика мечтает стать врачом. И вот в этот момент накатывает сюрреалистичность происходящего, потому что ты понимаешь, что вероятнее всего девочка не закончит даже базовую ступень образования. И произойдет это, скорее всего, из-за менструации. Мы посчитали, что для того, чтобы дать возможность одной девочке получить образовательную сессию и запас гигиенических принадлежностей на целый месяц,
Так, да, все на снова вместе. Нужен всего $1. То есть 2 рубля, которые помогут девочке на протяжении этого месяца остаться в школе, быть со своей семьей, быть включенной в свое сообщество и сохранить чувство достоинства. А еще стать ближе к тому будущему, о котором она мечтает. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько стоит ваш день? День вашей мамы или кого-то другого из ваших близких? Оказывается, что для того, чтобы девочка в сельской местности Индии могла прожить этот день достоинством, нужно всего 40 копеек. Я предполагаю, что пока я рассказывала вам эту историю, многие из вас подумали, ну а при чем тут мы? У нас-то вот много разных, конечно, проблем, но вот тут мы точно можем поставить галочку. На самом деле все не так просто. И у каждого из нас своя Индия. И да, скорее всего, у сидящих и стоящих в этом зале есть доступ к средствам гигиены. Но в большинстве комнат и квартир и домов, даже в нашей стране, обитает такой, знаете, якобы невидимый слон, которого по непонятным нормам приличия, непонятного такого приличия, принято делать вид, что его нет. Принято не обращать на него внимания, кроме медицинского и такого, знаете, шуточно-язвительного контекста. И вот каждый раз, когда мы стесняемся, стыдимся, краснеем, придумываем какие-то причины, почему нам не здоровится, когда мы, знаете, так судорожно убираем прокладки из ванны перед приходом гостей или зажимаем тампон в руке, направляясь в туалетную комнату, мы утыкаемся в бок вот этого слона. Если бы вы спросили свою дочку или младшую сестру о том, что она знает о менструации и что она чувствует по этому поводу, вероятнее всего вы удивились бы. В первую очередь тому, насколько тяжело вам было бы говорить об этом. И насколько много стыда и, скорее всего, предрассудков есть у нее. А еще тому, насколько больше доверия появилось бы в ваших отношениях. И как бы это улучшило восприятие себя вашей дочерью или сестрой. Я думаю, что в этом зале много представителей менеджмента и работодателей. И в силах каждого из вас сделать жизнь своих сотрудниц достойнее, сделать их увереннее в себе, просто обеспечив туалетные комнаты всеми необходимыми средствами гигиены. Это же касается университетов и школ. Знаете, даже вот этим таким свободным, казалось бы, юным девушкам, свободным в своих таких выражениях и размышлениях, даже им трудно чувствовать себя достойными, равными и принятыми, когда они аккуратно передают друг другу под партой прокладку или говорят: «Посмотри, у меня там сзади все в порядке». Или на всякий случай повязывают пиджак вокруг талии. Иногда нам кажется, что один человек не может решить,
или повлиять на решение большой проблемы. Но каждая из нас в силах сделать 5 лет своей жизни и жизни другой девочки или женщины качественнее, полнее и достойнее. А 5 лет жизни — это совсем немало. Спасибо большое.